Всем привет, друзья! В этом видео я расскажу вам про японские шахматы сёги, или их еще называют шоги. И в них, как и в обычных шахматах, необходимо победить короля противника. Вот как мы сделали это сейчас. На самом деле, конечно же, я пошутил. Вот. И это обычная шахматная игра, традиционная для Японии, в которой надо играть, передвигая фигуры. Сами по себе сёги и упоминания о шахматах в Японии появились где-то примерно в 8 веке нашей эры. Но точно неизвестно, в какую шахматную игру в те годы играли в Японии. Первые упоминания фигур, которые выглядели вот таким вот образом, появились примерно в 11 веке нашей эры. Фигуры имели современный вид, они были с 5 сторонами, с иероглифическими обозначениями. То есть такие, как вот эти вот фигурки. Такие фигуры находили уже в 11 веке. И наконец-то в 16 веке император Го-Нара создал тот вариант игры сёги, который известен сегодня. То есть вот этот вот вариант с доской 9 на 9, с таким вот расположением фигур и таким их количеством, как бы, и балансом. Потому что игры сёги очень много вариантов, игрались очень громадные варианты, например, тай-сёги с доской 25 на 25 клеток, и более чем 350 фигур было на этой доске. И даже тайкёку сёги с доской 36 на 36 клеток и 804 фигурами. То есть это просто настолько масштабная была военная игра с такой огромной армией фигур, но при этом играли и в более маленькие форматы сёги. Например, в современном мире принято играть в мини-сёги с доской 5 на 5 или киото сёги с такой же доской. Или даже добуцу сёги с доской 3 на 4 и всего 8 фигур. Но мы играем сейчас в классическую сёги, точнее не играем даже, а разберем, как в нее играть. Вот. И мы имеем здесь две стороны. Одна сторона у нас называется СНТ, которая ходит первыми. Обычно в компьютерных разных приложениях она располагается снизу. И сторона ГОТ, которая играет вторыми по очереди. Она располагается обычно сверху. И у нас есть много различных фигур, которые постараемся запомнить, несмотря на то, что у них иероглифические обозначения. Вот верхний ряд фигур, запоминаются они на самом деле довольно просто, стоит только поиграть 1-2 раза, и уже понимание некоторое приходит, что это за фигуры, как они работают. Вот, верхний ряд у нас фигуры — это пешки. Потом идет слон, идет ладья, идет фигура копье или стрелка, ее еще называют. Она симметричная, то есть она с двух сторон присутствует на доске. Далее у нас идут кони, они тоже симметричные. Далее у нас идет серебряный генерал или серебро, они тоже симметричные. И далее идут золотые генералы, они стоят вокруг короля. Прежде чем рассмотреть, как ходят фигуры, стоит сказать, что в сёге есть особое правило, по которому можно переворачивать фигуры и как бы их усиливать, если они доходят до 3 последних горизонталей доски. То есть это вот, если мы идем снизу, то заходя вот в эту область, или находясь внутри области, или выходя из этой области, наша фигура может быть усилена. То есть это наше как бы право. То есть мы не обязаны усиливать фигуру, не обязаны ее переворачивать, но мы можем перевернуть фигуру, если мы заходим в эту область доски, или делаем ходы в ней, или выходим из этой области. Так, например, могут быть перевернуты все фигуры, кроме короля и кроме золотых генералов. Ну, например, пешка, у нее есть обратная сторона, и она начинает ходить так же, как золотой генерал. Если она вдруг каким-то образом проникла туда, мы ее можем перевернуть и усилить. Вот. Как ходят фигуры, я сейчас об этом расскажу. То есть сейчас просто стоит запомнить, что вот есть зона переворота, это 3 верхних горизонтали.
То есть как бы мы вторгаемся в лагерь противника и можем здесь усиливаться. Вот, теперь рассмотрим, как ходят фигуры. Для этого сначала уберем их с доски. Рассмотрим сначала, как ходит король. Король или император. Он ходит, как в классических шахматах, на одну клетку в каждую сторону. Вот так вот ходит король. Берем короля. Посмотрим, как ходит слон. Слон ходит так же, как в классических шахматах, по диагоналям. То есть на любое количество клеток по диагоналям. Если слон превращен, то есть усилен, да, он также начинает ходить еще как король. То есть ему дополняются движения по сторонам вверх-вниз, вправо-влево на одну клетку. Вот так вот ходит превращенный слон. Берем слона. Как ходит ладья? Ладья ходит по сторонам слева направо, справа налево и вверх-вниз. Если же ладья у нас превращена, называется дракон, то она также начинает ходить как король на одну клетку по диагоналям. Дополнительно к тем ходам ладьи, которые у нее были. Возвращаем ладью. Дальше посмотрим, как ходит золотой генерал. И мы его где-нибудь сбоку поставим, чтобы у нас всегда был ориентир перед собой. Золотой генерал ходит по диагоналям вверх на одну клетку. Также он ходит на одну клетку влево, вправо, вперед и назад. Вот так вот ходит золотой генерал. Его мы здесь оставим для того, чтобы рассказывать дальше правила. Как ходит пешка? Пешка ходит всегда на одну клетку вперед. Если же пешка превращена в более сильную фигуру, то она начинает ходить так же, как золотой генерал. То есть пешка превращается как бы в золотого генерала, но значок у нее остается свой собственный. Посмотрим дальше фигуру. Копье. Копье или стрелка. Оно ходит на сколько угодно клеток, но только вперед. Превращенное копье также превращается как бы в золотого генерала и ходит как золотой генерал. Но символы у них отличаются для того, чтобы нельзя было перепутать фигуры. То есть, когда фигура стоит, чтобы знать, какая на самом деле эта фигура. Потому что, когда мы берем их в руку, они у нас разворачиваются обратно. И чтобы определять, в каждый момент видно было ценность этой фигуры, они изображаются разными знаками. Посмотрим теперь на коня. Конь ходит, у нас бы сказали, буквой Г, но только вперед, только вверх. Вот в эту клетку он не ходит. Вот в эту клетку он тоже не ходит. То есть он всегда идет 2 клетки вперед и 1 клетку в бок. Но при этом он перепрыгивает через фигуры. Если они вот здесь вот прямо стоят какие-то фигуры, он их как бы перепрыгивает и ходит сюда прыжком. Назад он также не ходит никуда. То есть только вперед. Превращенный конь ходит точно так же, как золотой генерал. И последняя фигура, которую мы не рассмотрели, это серебряный генерал. Серебряный генерал ходит по диагоналям на одну клетку.
и ходит на одну клетку вперед. При превращении он начинает ходить так же, как золотой генерал. То есть вот обратите внимание, это вот все младшие фигуры, как бы они все начинают ходить как золотой генерал, но значки у них у всех разные. Но у большинства значков, связанных с золотом, есть вот такая вот, ну типа как крыша домика. То есть легко запомнить. Вот, теперь расскажу немножко, как заканчивается игра. Игра заканчивается тогда, когда ставится мат королю. Мат королю, по-другому называется цуме. Он происходит примерно так же, как в обычных шахматах. Если создается позиция, в которой король противника находится под боем, под шахом, и этот шах противник не может устранить никаким ходом. То есть не может ни отойти, ни закрыться. В таком случае это мат. Поставивший мат выигрывает. Говорить шах и мат в сёге считается неэтичным, и такие ходы не проговариваются. Игра может быть завершена также, если один из игроков сдается. В таком случае победу получает автоматически второй игрок. И еще один вариант, при котором игра может быть закончена до того, как поставлен мат, это произведенная на доске ошибка. Если игрок допускает ошибку, делает ход, который запрещен правилами, а второй игрок эту ошибку видит и указывает ему на ошибку, то ошибившийся игрок автоматически проигрывает. Если же ошибка допущена таким образом, что второй игрок ее не заметил и она не приводит к какой-то некорректной ситуации на доске, то такие партии могут быть доиграны. Рассмотрим, какие бывают ходы в сёге. То есть стороны ходят по очереди. Сначала ходит сторона сенте, потом ходит сторона готе. То есть, например, ситуация как-то так развивается. Ну, я сейчас очень... Ой, нельзя так ходить, да. Очень абстрактно показываю. Например, вот сейчас сторона готы может съесть эту пешку и взять ее в плен. То есть, в таком случае пленная фигура, она не просто убирается с доски, а кладется на специальный столик. С этого столика противник может эту фигуру выложить в свой ход. То есть это называется сброс фигуры. То есть в ход можно не только сходить фигурой, но можно вместо этого, вместо хода фигурой, произвести сброс фигуры из руки, со столика вот с этого. То есть, но есть некоторые ограничения, например, какие? Например, запрещено сбрасывать пешку на линию, где уже есть неперевернутая пешка. То есть вот в данном случае у игрока готе, который сверху, у него на всех линиях есть неперевернутые пешки. Поэтому если сейчас будет его ход, он не может произвести сброс пешки ни на одну из линий. Также запрещается сбрасывать пешку таким образом, чтобы она поставила мат королю. То есть если вот, например, мы ставим ее над королем, это называется как бы на голову королю. И при этом у короля больше не остается никаких возможностей ходить, это будет как бы ему цуме, да, или мат, то такой ход пешкой запрещен тоже. Но в данном случае мы можем сходить? Нет, не можем, потому что у нас уже есть на линии пешка. Но если бы, например, вот этой пешки не было, то мы бы могли сбросить пешку вот сюда, потому что король может тут же ее съесть вот этим ходом. Но в данном случае, ладно, оставим как было. То есть в данном случае это не приведет к мату, если мы ее сбросим. Но если бы это приводило к мату, то такой ход был бы запрещен. Также запрещено производить сброс фигур на клетки, с которых они не смогут ходить. То есть, например, если у противника вот здесь нет стрелки, а у нас эта стрелка как раз находится в пленных, да, мы не можем выбросить стрелку на последнюю клетку. Потому что ей здесь будет, у нее не будет вариантов для хода. Поэтому стрелку можно сбрасывать только на предпоследние клетки.
На последнюю ее сбрасывать нельзя. Точно так же с конем. Если у противника здесь нет коня, коня нельзя сбросить на последнюю клетку. Потому что при этом он не переворачивается. Такой ход тоже запрещен. То есть коня можно сбросить только где-то в поле, кроме последней или предпоследней клетки. На предпоследнюю клетку коня тоже нельзя сбросить, потому что у него не остается возможности для хода. Еще бывают ситуации, когда происходит что-нибудь, что отличается от классической концовки игры, то есть которая не приводит к мату. Например, в случае четырехкратного повторения позиции игроки должны завершить игру без объявления результата и переиграть с переменой цвета и оставшимся у каждого из игрока временем. То есть если игра зациклилась и 4 раза подряд позиция на доске повторилась, то игроки должны начать заново и переиграть с переменой сторон, то есть с переменой цвета. Такая позиция называется японским термином сеннитите — ходы 1000 дней. Ну, то есть как бы игра зациклилась. И можно играть 1000 дней. Одинаковые те же варианты. Вот. Подобная ситуация есть, когда повторяется непрерывно серия шахов. Когда позиция при шахе повторяется 3 раза. На 4-й раз игрок, который делает шах, должен выбрать какой-либо другой ход, чтобы это не приводило к повторению позиции. Иначе ему засчитывается поражение. То есть при шахе, в отличие от просто зацикливания игры, игрок, повторяющий серию шахов, будет считаться проигравшим. Вот. И есть еще одна особая ситуация, когда игра играется долго и таким образом, что короли перемещаются на противоположные стороны, то есть каждый король как бы вторгается в лагерь противника. Игра при этом затягивается и считается, что в такой ситуации как бы сложно поставить кому-либо мат, потому что фигуры устроены таким образом, что они в основном ходят вперед, а назад они ходят не очень хорошо. Вот, и в таком случае происходит подсчет очков, если как бы оба игрока на это согласны, и судья, например, на турнире тоже считает, что можно подсчитывать очки. Очки в таком случае начисляются за каждые фигуры, включая те, которые лежат на столиках, да, включая те, которые в руке. Кроме королей, за слонов и ладей назначаются 5 очков, за остальные фигуры по 1 очку. В профессиональных партиях, если у одного игрока меньше 24 очков, то он объявляется проигравшим. Если у обоих игроков не меньше 24 очков, объявляется ничья. В любительских партиях выигравшим объявляется игрок, у которого не менее 27 очков. Если же у обоих игроков по 27 очков, то победа присуждается белым. Белые — это в данном случае имеется в виду готе сторона, то есть сента сторона — это черные, а готе — это белые. Насчет этой концовки могут быть на различных турнирах, в различных мероприятиях свои варианты, то есть возможно как-то по-другому рассчитываются очки или что-то еще применяется, например, переигрыш партии. То есть могут быть разные варианты такой концовки в любительских турнирах. Да, единственное, что я забыл сказать в самом начале, это то, что все фигуры, которые берутся в плен, они разворачиваются начальной стороной. То есть нельзя выбросить из руки перевернутую фигуру. Вот так вот быть не может. То есть нельзя ее выбросить в таком состоянии. Такой ход запрещен. Поэтому если у нас в руке есть фигура, то она должна всегда разворачиваться своей первоначальной, как бы, первой стороной. И выбрасывать ее можно только первой стороной. Вот. Вроде бы я рассказал все правила сёги. Как ходить, как заканчивается игра, какие бывают ситуации, при которых ходы запрещены. Сёги очень интересная, очень динамичная игра, при этом она играется, на мой взгляд, несколько быстрее, чем Го. Для тех, кто смотрит у меня на канале.
видео про Го. Сёги, мне кажется, побыстрее. Опять же, те матчи, которые я тоже записывал со своим участием, я играю в нее очень плохо, я только-только начал. Но вот те матчи, которые я играл, они у меня очень быстрые. Да, я забыл сказать, что вот это видео записано в приложении Tabletop Simulator с пользовательской модификацией Shogi. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Пишите комменты, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.